Здравствуйте! Сегодня я хочу сделать вертуту сладкую и не сладкую. И может быть еще заверну просто пустую. У меня, вы видите, на столе творог лежит и все другие ингредиенты. Вон там в дальнем углу у меня здесь немножечко мяса. Я перекрутила через мясорубку. Это я буду делать не сладкую. Луковицу пожарю на сливочном масле, а потом буду заворачивать. А здесь изюм и творог. Изюм я предварительно замочила. У меня 100 грамм изюма. Соду необходимо погасить уксусом. Гашу здесь, потому что молоко не сильно кислое такое на вкус. Поэтому лучше я перестрахую себя и еще погашу уксусом. Выливаю в емкость все молоко, которое у меня есть. Добавляю сюда гашеную соду. Хорошо размешаю. Добавляю сюда соли немножко, чуть-чуть. Также я хочу, чтобы у меня было и тесто немножко сладкое, поэтому добавлю сюда еще сахарочка. Положу столовую ложку. Решила я еще добавить сахара, чтобы было тесто слаще. Хорошо размешаю и буду вводить сюда муку. Я муку уже просеяла один раз. Буду добавлять частями муку, для того, чтобы у нас тесто не получилось слишком плотное. Тесто должно быть мягкое, такое, как я делала на плаценту. Хорошо вмешиваю муку, добавляю еще. Как вы видите, еще у меня тесто слишком жидкое, поэтому надо еще вводить муку. Начинает собираться в комочек, поэтому я сейчас буду перекладывать на стол. Подпылю стол мукой. Если у меня не будет хватать муки, я потом еще добавлю и скажу в общей сложности, сколько ушло муки. Перекладывайте тесто на подпыленный стол мукой и хорошо вымешивайте его. Если у вас еще будет прилипать к рукам тесто или к столу, вы немножечко подпыляйте мукой, самую малость. После того, как вы вымесили хорошо тесто, нужно его поставить в стороночку, накрыть салфеткой и пускай оно немножко отдохнет. Хорошо промытый и набухший изюм я перекладываю в творог, добавляю туда также яйцо и очень хорошо перемешиваю. С небольшим кусочком сливочного масла я в сковороде измельченный лук довела до мягкости, затем добавила туда измельченный через мясорубку отварной кусочек мяса и хорошо перемешала. После выпечки у меня остался один белочек, в который я добавила щепотку соли, также хорошо его так вот взбила вилочкой и добавляю в остывший фарш мяса и лука. Хорошо перемешаю. Это делаю я для того, чтобы фарш в начинке вертуты не сильно рассыпался. Тесто у меня уже отдохнуло, я из него сделала вот такой вот валик и разделила на 6 одинаковых частей. Подкатала каждый кусочек в шарик, накрыла салфеточкой и буду теперь раскатывать по кусочку отдельно. Кусочек теста я перекладываю на подпыленный стол мукой, беру скалочку, также обмакиваю ее в муку для того, чтобы не приставала к тесту и раскатываю до необходимого мне размера. Тесто я раскатала в виде овала толщиной до 5 мм. Вы можете его раскатать и потолще. Теперь на одну сторону я выкладываю начинку из творога и изюма и также обильно посыпаю сахаром, для того, чтобы была начинка сладкая. Свободный край я промазываю мягким сливочным маслом. А теперь закатываю в виде рулета. Немножечко скручиваю в форме подковки, залепила краешки для того, чтобы не открывалась вертута и перекладываю на разогретую сковородку. Буду обжаривать до золотистого цвета. Когда увидите, что уже в вертуты края немножко позолотились, переворачивайте ее на другую сторону аккуратненько, чтобы не сломать. И поджаривайте также с другой стороны. Все то же самое продолжаю делать и с остальными вертутами. Единственное, что будут разные начинки. Сегодня свободный край от начинки я смазала сливочным маслом мягким, но вы этого не делаете, так как во время выпечки тесто между собой склеивается и вертута получается не такой пышной. Раньше я этого никогда не делала, но почему-то сегодня решила сделать так. Вертута высокая, поэтому для того, чтобы она пропеклась хорошо внутри, я накрыла крышкой. Но, конечно же, убавила огонечек для того, чтобы не подгорала. А потом готовность проверяю деревянной шпажкой и проготавливаю до готовности. Готовую вертуту я снимаю со сковородки и буду перекладывать на блюдо, которые покрою сейчас бумажными салфетками, для того, чтобы удалить излишки жира растительного масла. Последний кусочек теста я раскатала очень тонко, смазала его внутри хорошо растительным маслом, затем все свернула в рулетик, прокатала скалочкой рулетик и вот так вот свернула в виде улиточки.
Также обжарила и эту вертутку с обеих сторон, она получается очень-очень слоеная и вкусная. Вертуты уже все готовы, они уже немножко остыли. Сейчас я нарежу каждую из них небольшими кусочками и покажу вам готовые, как они выглядят. Вот такие вот получились красивые вкусные вертутки.